Всем привет! Сегодня хочу поговорить о планировании и о тех ошибках, которые мы все совершаем в те или иные моменты и не понимаем, почему же у нас что-то не получается, даже если красивенько все расписали, все так замечательно, вы распределили все свои дела, но что-то вот не работает. Вы пропускаете, вы там забываете, что-то, в общем, идет не так. В общем, рассмотрим все эти ситуации, ну, конечно же, не все, но самые распространенные, главные ошибки планирования. Ну, конечно же, они не самые главные в жизни, но давайте все-таки разберем. И первая самая частая ошибка является просто список дел. Когда нам говорят о том, что не нужно нагромождать сильно большую систему планирования, просто пишите себе список с утра, что вы хотите сделать. Но такой список составляется без учета обстоятельств, принципов важности и так далее. Вы просто вот, что вам нужно сегодня сделать? Вы не учитываете свое время, состояние, ну вот важность, это тоже очень важно. То есть вы просто вот ваш поток сознания. И, конечно же, он не будет так хорошо работать, потому что, во-первых, вы, скорее всего, что-то забудете, вы что-то не успеете, вы куда-то опоздаете, потому что вы не анализируете всю ситуацию, которая у вас сложилась, и то, что вам по-настоящему нужно сделать, вы просто зачастую в такой момент переносите, ну, что у вас там на поверхности болтается, а это обычно, ну, какие-то такие не далекие, недолгоидущие планы, а просто вот, ну, то, что вам кажется, что вам нужно сделать. Поэтому просто составлять список дел – это очень неэффективно. Возможно, в какой-то момент вам покажется, что вы сделали и все молодцы, но если вы копнете чуть-чуть глубже, особенно если у вас какая-то сложно сочиненная работа, учеба, или если это особенно в связке идет, то простым списком дел вы не отделаетесь. Еще одна ошибка, которая часто рушит вообще все планы, это когда вы вроде бы красивенько составили список дел, но абсолютно не учли время выполнения этих дел. Потому что мы можем написать хоть простынный список того, что нам хочется сделать, но одно дело занимает 2 часа, потом следующее 3 часа, потом еще часик, потом еще полтора, потом еще 4 часа. И вот как бы все 24 часа у вас заняты делами, но мы же понимаем, что нам нужно есть, спать, передвигаться, отдыхать и так далее. И, конечно же, этот список дел не выполняется, вы расстраиваетесь, вычеркиваете, переносите. В общем, все планы рушатся. Поэтому очень важно, когда вы составляете свой список на день, приблизительно прикидывать, сколько у вас это займет времени. Но не забывайте, что мы очень любим уменьшать количество времени для выполнения. То есть мы всегда очень оптимистичны в своих прогнозах. Поэтому вот ваш прогноз, еще плюс полчасика хотя бы дайте себе времени, и это будет как раз-таки время выполнения вашей задачи. Но это не относится к совсем каким-то мелким задачам, лучше их группировать в какую-то одну такую вот блок выполнения. Так что обязательно, когда мы планируем и время выполнения этих задач. Еще одной проблемой планирования, с которой борются многие там профессионалы, специалисты, вообще все, кто советуют что-либо по планированию, это слишком абстрактные цели. Когда человек просто пишет позаниматься, почитать, поделать, что поделать, где начало, где конец, где выполнение задачи. Потому что когда вы наполняете свой список задач на день вот такими вот абстрактными какими-то слизнями, которые вот, ну вот просто поделать, подумать, размышлять, ну, в общем, какие-то такие вещи, они не имеют конца. То есть вы не в какой момент вы скажете: все, я подумал, я полистал, я там то поделал. В какой момент вы себе поставите галочку? Вы всегда будете сомневаться, вы всегда будете скакать от одного дела к другому, потому что оно не имеет начала, оно не имеет конца. В итоге вечером вы поделали кучу дел каких-то, вы там что-то создавали видимость деятельности, но по факту вы ничего не сделали. Поэтому всегда нужно очень четко прописывать, что нужно там прочитать 2 главы, подумать, поразмышлять, написать там 2 страницы заметок, еще что-то. Любую, самую абстрактную, самую творческую такую вот задачу можно привести к какому-то очень фиксированному знаменателю, по которому вы точно скажете: я это сделал, я молодец, я себе ставлю галочку. Тогда список дел и ваше планирование вообще будет работать, потому что вы, поставив галочку, вы уже завершите какой-то проект и сможете двигаться дальше. Следующая ошибка заключается в том, что вы включаете в свой список только текущие дела. То есть то, что вам нужно вот здесь и сейчас, только то, что важно в конкретный момент, либо в очень долгосрочной перспективе, что от вас кто-то требует,
требует, вам что-то нужно сделать. Если очень долго жить в таком режиме, то вы будете чувствовать, что у вас что-то не так. Вот вроде бы вы все время заняты, вы что-то делаете, ваше планирование по факту работает. Но у каждого из нас есть какие-то долгосрочные цели, есть какие-то отдаленные задачи, которые вам нужно делать. Да, они, ну, их результат где-то вот там вот далеко, но для того, чтобы к ним прийти, нужно каждый день делать шаг в их сторону. А если вы будете постоянно вот этими текущими задачами заниматься и не продвигаться в ваших долгосрочных целей, то, повторюсь, вы придете к очень стрессовому состоянию, когда вам будет казаться, что что-то не так, но вы не будете понимать, что именно. Потому что когда мы забиваем на свои долгосрочные цели, какие-то планы, какие-то мечты, желания, вот эти вот все вещи, которые у нас маячат, то есть вы про них помните, но вы к ним не идете, даже если это самые малюсенькие шажочки, которые вы можете в данный конкретный момент сделать и при данных обстоятельствах. В общем, наша психика начинает воспринимать это как что-то, ну, какую-то опасность, какое-то расстройство, в общем, что-то нехорошее. А жить в постоянном стрессе – это нехорошо, это влияет на наше здоровье, это разрушает наш мозг, нашу психику, поэтому ничего хорошего в этом нет. Так что обязательно в своем планировании планируем какие-то маленькие, хотя бы 15-минутные шажочки к вашим долгосрочным целям. Это поддержит ваше эмоциональное состояние, а также вы, конечно же, будете продвигаться к тем целям, которые вы себе наметили. Следующая ошибка является крайности в количестве дел. То есть есть люди, которые прописывают вот вообще все, вот просто от первого шага с кровати до последнего шага в кровать. То есть попить, поесть, принять душ, позвонить, вычеркнуть, зачеркнуть. Вот все прописывают. Есть люди, которые пишут, ну, надо сделать, ну, как предыдущему. Надо вот там 2 дела себе назначают на целый день, хотя они там могут справиться с этим за там, полчаса, каждое дело и так далее. То есть это 2 крайности того, что планирование не будет работать. Потому что когда вы назначаете себе слишком простые какие-то абстрактные дела на целый день, вы будете весь день какой-то фигней страдать, и, ну, потому что у вас нету жестких рамок, у вас нету определенности, и вы вроде как это сделали, не сделали, ну, всего же 2 дела, а на самом деле, скорее всего, у вас их гораздо больше. С другой стороны, когда вы слишком жестко себя контролируете, слишком много дел, слишком много вот этих вот шажочков, которые вам нужно проделать, во-первых, чтобы это все заполнить, это нужно прям постараться, это долго прям, вот, и, скорее всего, вы не сможете этому следовать, потому что мы не роботы, мы живые люди, мы устаем, мы эмоционируем, у нас что-то происходит, внешние какие-то факторы происходят, кто-то звонит, кто-то отвлекает и так далее. В общем, всегда вносятся коррективы, это всегда рушит всю систему, это приводит тоже только к стрессу, только к прокрастинации, потому что зачастую вот такие люди, которые любят выстраивать такой очень четкий план, если как только хотя бы один пункт вылетает, все, катастрофа, провал, вообще ничего не буду делать. Вообще зачем это все надо? Да-да-да. Так что крайности плохо, нужно всегда искать для себя личную золотую середину, которая будет работать лично для вас. И отдельной ошибкой я хочу вывести конкретно вашу систему планирования, потому что бывает такое, что она становится слишком громоздкой, и вы тратите на нее слишком много времени. Когда у вас слишком много графиков, каких-то черточек, каких-то списков, которые вы заполняете часами. То есть если вы тратите на это в течение недели больше 2 часов, ну, 2 часа это максимум, когда вам там нужно, например, воскресное какое-то планирование, когда вы там распределяете всю неделю, вы проходитесь по всем спискам, это нужно делать спокойненько, размеренно, чтобы у вас зашел мыслительный процесс, потом в течение недели 15-20 минут вы должны на это все тратить максимум. Если это сверх этого, когда вот вы слишком много, то есть вы больше заполняете ежедневник, чем делаете свои дела, в этом как бы проблема. Это не то, что вам нужно, потому что вы заменяете действительно какие-то дела тем, что вы заполняете ежедневник. Если это ваш фетиш, если вам это нравится, если вам приносит удовольствие, если особенно это ваша работа, вы, например, в Инстаграме это выставляете, я не касаюсь этих вещей, да, молодцы, заполняйте, продвигайтесь в этом деле. Но действительно, если вы чувствуете в какой-то момент, что ваша система планирования вас поглощает, она не помогает вам, она только усложняет вашу жизнь, надо с этим что-то делать, надо разгружать, убирать, минимизировать, как-то оптимизировать все эти процессы, потому что хорошая система планирования, она только упрощает вашу жизнь, она вам помогает, а не заставляет вас много часов сидеть и корпеть над всякими там графиками.
Следующая ошибка является планирование слишком наперед. То есть, да, бывают ситуации, когда у вас есть определенные встречи, они подтвержденные, там какие-то дела, события, которые точно будут. Этих я, опять-таки, не касаюсь вещей, да, вы их вписываете, потому что вы знаете, что они на 100% будут. Я говорю сейчас о ситуации, когда вот вы представляете свою идеальную неделю и планируете вообще жестко всю неделю. И особенно те дела, которые вы предполагаете, что они вот примерно займут столько, я должен успеть вот столько, вот столько, вот столько. И как-то вот вы как шахматную доску такую вот, в общем, заполняете неделю вашу вашими делами. Но, повторюсь, мы живые люди, у нас бывают разные ситуации, и разные ситуации могут произойти в течение недели, что-то может поменяться, перевернуться, разрушиться, вообще все что угодно. Да, мы все надеемся на то, что там в понедельник мы сделаем вот это и вот это, во вторник вот это, вот это, вот это. Мы, конечно, все на это надеемся, но я призываю вас слишком далеко не планировать вот особенно такие дела, которые слишком зависят от вашего настроения, от вашего состояния, от того, как вы их быстро выполните, потому что, ну, повторюсь, мы всегда оптимистичны в своих представлениях. Нам всегда кажется, что мы сможем сделать определенные вещи быстро, вообще не заморачиваясь, но по факту не всегда так происходит, что приходится переносить, вообще отменять, убирать и так далее. Так что слишком много, слишком тщательно, надолго планировать — это достаточно бессмысленная трата времени. И последняя ошибка, о которой я хочу поговорить, это такая ситуация. Я думаю, у каждого она случается, когда вот вы что-то там планировали, старались, но у вас не очень получалось, что-то не очень, в общем, такой среднячковые дни, недели у вас были, а потом случается такой день, когда вы делаете все. Ну вот из своего списка. Все идеально происходит, ничего не мешает, ничего не отвлекает, ваше настроение идеально. Вы там покушали то, что вы хотите. В общем, идеальный день. Вот такой бывает, который пошел по плану, вы сделали все, что вы хотели, вы такой взбудораженный, вдохновленный. Вот, наконец-то вы нашли ту точку опоры, от которой дальше пойдет новая жизнь. И вы планируете каждый следующий день, опираясь на вот этот идеальный день. Но чаще всего этот идеальный день, он один. Скорее всего, каждый наш день такой середнячковый, когда мы что-то успеваем, что-то не успеваем, где-то расстраиваемся, где-то сильно устаем, где-то просыпаем и так далее. И потом мы себя еще больше начинаем корить на тему того, что ну вот же у меня же был такой день, почему я не могу на следующий и через день точно так же как бы работать, потому что, повторюсь, живые люди, живые обстоятельства, всякое бывает. Поэтому, да, конечно, нужно стремиться к какому-то идеалу, своему личному идеалу, не к какому-то там списку, там, например, того, что делает миллионер, к вашему какому-то личному. Это всегда хорошо, если это такое здоровое стремление, что вот я хочу, чтобы вот я все успел. Но сильно ориентироваться на прекрасный, замечательный день, который у вас был, не стоит. Потому что, скорее всего, он был один, скорее всего, он повторится, но каждый день таким не будет. И не нужно так сильно на себя наседать, потому что обвинять себя, толкать себя негативом — это самая худшая вещь. Я об этом часто говорю и буду продолжать. Это плохой мотиватор. Вина, чувство вины, такое, знаете, чувство того, что вот я такой нехороший, и я могу лучше, если вам действительно это помогает в какой-то мере, то возможно. Но в большинстве случаев мы только еще сильнее погружаемся в пучину негатива, и оно того не стоит. Лучше похвалите себя за то, что вы провели день так, как получилось, но вы все равно же что-то сделали, а завтра будет еще лучший день. Все, мои хорошие, надеюсь, ваше планирование будет прекрасное, вы справитесь со всеми своими делами, достигнете всех своих целей. Я вас верю, подписывайтесь, ставьте лайки, до следующих видео. Пока-пока.